Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я бы хотела вам показать два способа укрепления ногтей акригелем. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Итак, в таком состоянии сейчас мои ноготки, они тоненькие. Я сняла уже здесь покрытие, сделала маникюр и подпилила форму. Их нужно укрепить, обычно я укрепляю гелем, либо, как в данном случае, будет акригелем. Даже есть небольшая трещина на этом ноготочке. Давайте приступим к укреплению. Для того, чтобы приступить, нам нужно забафить поверхность, я это уже сделала, и протираю ноготочки клинсером. Далее я еще заранее прохожусь дегидратором на всякий случай, он подсушивает ноготочек, чтобы хорошо все сцепилось. Далее я беру праймер и наношу на всю ногтевую пластину. Он как двухсторонний скотч склеивает наш материал с ноготочком. Далее я наношу базу Nail One тонким втирающим слоем и сушу полное время 30 секунд в лампе Sun One. Давайте подготовим жидкость для акригеля. Можно воспользоваться специальной жидкостью, как я, либо антисептиком, либо клинсером. Подготавливаю рядом салфеточку для промакивания кисточки. Беру кисточку 4 рублев, квадратная, и апельсиновую палочку. Акригель у меня будет Гратол, цвет 006. Он такого бежевого оттенка. Смачиваю я апельсиновую палочку в жидкости и наношу немножечко на ноготочек. Потом я смачиваю кисть, немножко вытираю об салфетку, чтобы она не была сильно влажной, и разношу гель по ноготочку. Делаю я это притаптывающими движениями и потом уже буду разглаживать. Делаю так, чтобы акригель на кончике был в достаточном количестве, потому что я потом буду подпиливать там снизу ноготочек. И я выстраиваю форму заранее, примерную, ровную. Если не хватает у вас углов, можно достроить. А также можно построить стенку боковую, если у вас уходит ноготочек влево или вправо. В общем, можно полностью изменить форму ноготка. Так как у меня ноготь не сильно куда-то уходит, поэтому я могу просто разглаживать акригель и делать его более-менее ровным. Потом мы все равно будем проходиться пилочкой. Можно и дальше, конечно, разглаживать акригель до состояния, когда уже не нужно будет ничего подпиливать. Но так как в данном случае я работаю левой рукой, то я потом подпилю, все сделаю красиво и ровно уже пилочкой. Сейчас мы с вами выполняем укрепление акригелем первым способом. Это вот таким, когда мы накладываем акригель и разглаживаем кисточкой до более-менее ровного состояния, а далее уже будем поправлять пилкой. А второй способ я расскажу уже чуть позже. Это будет верхними формами. А этим способом сейчас мы сделаем 3 пальчика. А также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там вы встретите идеи для дизайна, а также интересные статьи. Еще раз накладываю я акригель где-то посередине ноготка. Далее я растягиваю акригель. Делаю так, чтобы около кутикулы почти не было акригеля. Все свожу на кончик, всю основную часть акригеля, для того, чтобы потом подпилить снизу ноготок и также придать форму ту, которую бы я хотела. Давайте приступим ко второму способу укрепления ногтей акригелем. Я подбираю верхнюю форму для того, чтобы она подходила под ноготок. Нужно, чтобы она закрывала боковые части ноготка, чтобы
там было пространство, и акригель лег везде, во всех частях ноготка. Итак, я накладываю акригель в форму и разглаживаю кистью. Много я туда не накладываю, совсем чуть-чуть акригеля понадобится. И примерно задаю длину и форму уже в верхней форме. Не забываем, что боковые стороны у вас должны быть тоже уже в форме выложены. Я присоединяю к ноготочку, закрепляю форму так, как мне нужно, и переворачиваю ноготь и разглаживаю внизу, чтобы потом меньше пилить. Также подправляю форму. Стараюсь убрать лишнее. И сушу. 10 секунд сушу и далее сразу же поджимаю форму. Далее я сушу остальное время. Также я сделала и указательный пальчик таким способом. Вот такой вот ровный, красивый ноготь. Сейчас я сверяю длину, и нам нужно подпилить край. В тех случаях и вариантах, когда мы делали верхними формами, подпилить нам нужно будет только форму, боковые параллели, и также нужно будет выпилить снизу и немножко пройтись сверху, можно пилочкой, либо тонкой фрезой. Если у вас там совсем чуть-чуть, то можно и тонкой фрезой пройтись и не задействовать пилку. А в случаях, где мы просто раскладывали акригель, то нам нужно подпилить всю часть верхнюю, сделать ее ровной, красивой, для того, чтобы боковые были параллельно друг другу и при этом ноготь был красивый, ровный. Снизу я вижу толщину, стараемся, чтобы сверху была ровная, так скажем, дуга, а снизу там уже можно будет выпилить тоже фрезой тоненькой. Довожу все до идеала. В конце еще можно пройтись шлифовщиком, бафиком, для того, чтобы сгладить поверхность. Далее смахиваю пыль, и мы берем фрезу тоненькую, твердосплавную, зеленой насечки. Она у меня вот такая маленькая. Переворачиваю ноготь, и снизу я выпиливаю лишний материал, для того, чтобы наш кончик стал изящным, ровным, и никаких наплывов там не было. То же самое мы делаем и на других ногтях.
После того, как наш опил готов, все мы опилили, все ровненько и красиво, убрали лишнюю пыль, приступаем к покрытию базой. Базой мы выравниваем до идеала ноготочек. Это очень важный момент. Всегда я после акригеля покрываю базой, даже когда нам этого уже будет не нужно. Допустим, можно сделать это прозрачной базой, потому что так лучше идет сцепление акригеля с ноготком, когда мы еще сверху проходимся какой-нибудь базой. У меня это так хорошо работает, и никаких отслоек у меня никогда не бывает. Поэтому всегда я покрываю сверху базой. В этом случае я просто покрыла бежевой базой, которая очень похожа на акригель. И дальше я просто покрою топом, и будет готов мой маникюр, мои ногти, и я уже могу спокойно что-то сверху рисовать, если мне нужно, либо просто оставить это так. Далее, после того, как наш топ просох, мы должны поправить нашу форму. Я еще раз беру пилочку и прохожусь по ноготочку, подпиливаю боковые стороны и подпиливаю край, для того, чтобы он обновился и был ровный. Вот такие ровные квадратики у нас получились. Вот такое укрепление акригелем. Также напишите в комментариях, какой способ укрепления акригеля вам понравился больше всего и какой бы вы попробовали на своих клиентах. Если вам было интересно и полезно это видео, то ставьте пальчики вверх. Также подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!